Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо у Санчо. Если ты зашел на этот видеоролик, значит ты любитель тоже ребер, как и я. Я обожаю ребра. Я в разных маринадах делал ребра, но сегодня рецепт, который я еще не показывал и не делал. У меня вот такой вот хороший шматок тонких ребер. Я люблю именно тонкие ребра. Чуть-чуть с мяском, но без жира. Это самый-самый класс. И сегодня будут ребра с мужским характером, с остринкой и с приятным послевкусием апельсина. Ребра в апельсине. Сегодня такой выпуск. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте писать комментарий, если пробовали такие ребра. Если нет, то обязательно приготовьте и напиши комментарий. Ох, какая красавица летает тут. Ладно, и обязательно напиши комментарий, как тебе такие вкусные ребра. Погнали, готовим. Первым делом берем апельсин и нарезаем его напополам. Из него нам надо достать весь сок. Берем вилку. Кстати, дружбан показал, научил, как быстро и просто выдавить весь сок. Протыкаем, прокручиваем вот так вот. Потом немного вот так вот проминаем, и весь сок у нас оказывается внизу в тарелке. Если нет соковыжималки, самый идеальный способ. Для маринада потребуется один апельсин. И потом берем вилку и прокручиваем. Кирюха, спасибо тебе за этот лайфхак. Как быстро выдавить апельсин. Я знаю, ты смотришь. Добавляем 2 чайных ложки французской горчицы, ну либо же дижонской. Если совсем нет другого варианта, можно добавить обычный. Добавляем сюда самого простого обычного кетчупа. Так как нам надо придать остринку, я добавляю сюда острого соуса. Можно добавить какой-нибудь перец чили измельченный, сухой, вот такой вот. Обязательно. Чтобы это было все со остринкой и очень вкусно. Добавляем сюда соль. Добавляем сюда черного перца для аромата. А также добавим чеснок. Чеснока берите побольше. Чеснок должен придать аромат. Он все равно сильно чувствоваться не будет. Вот сколько я раз делал ребра, он сильно не чувствуется. Но если совсем добавить мало, то его вообще вы не почуете. Поэтому добавляйте чеснока зубчиков вот 6-8 на такой вот, на такие одни большие ребра. О! Кислинка, остринка, небольшой послевкусие апельсин. Друзья, это очень клевый маринад, поэтому я вам советую, приготовьте так, если не пробовали. Очень вкусные получаются ребра. Теперь расстилаем 2 слоя фольги. Ну, у меня ребра большие, поэтому просто я делаю это все пошире. Укладываем ребра. Берем кисточку и смазываем таким маринадом все ребра с 2 сторон. Все это заворачиваем в несколько слоев фольги, так как готовить будем на мангале. И нам нужно, чтобы сок не выбегал, чтобы они в собственном соку томились. А также, кстати, можете приготовить такие ребра в духовке. Выставляйте 180 градусов, приблизительно минут 40 вы запекаете, дальше вы в течение 20 минут глазируете. Ну, час готовите, 20 минут глазируете. И будет очень тоже вкусные ребра, как и на мангале. На мангале единственное, что будет приятный аромат дымка после глазировки. Или, точнее, во время глазировки. И вот такой вот добротный кусочек ребрышек я оставляю на 2-3 часа замариноваться в холодильнике, либо же можно в теплом месте. Вообще, кстати, можно оставить и до утра на следующий день, и тоже будет очень вкусно. Прошло 2 часа, отправляем ребра на хорошо разогретые угли. Буду готовить полчаса на хороших углях. Каждые 5-10 минут нужно переворачивать ребра, чтобы они с каждой стороны хорошо пропеклись в фольге. Дальше я их заглазирую в том же самом маринаде, только единственное, что добавлю один ингредиент. Ждем полчаса. Прошло 35 минут, а это значит, эти ребра практически готовы. Теперь только остается заглазировать, доготовить, придать ароматную, вкуснейшую просто корочку. Разворачиваем аккуратнее, не обжигаем руки. Смотрите, класс.
Отправляем вот так вот на угли. И сразу же смазываем тем же маринадом, в котором мы замариновали. Я сюда добавил немного меда, чтобы просто придать вот еще небольшую сладость. И чтобы это хорошо все закарамелизовалось. И также смазываем с этой стороны. Огонь уже уменьшаем, делаем его поменьше, потому что нам их уже жарить особо-то и не надо. Главное только замариновать, закарамелизовать, придать вкусную корочку. Буквально в течение 15 минут поджарили, и корочка ароматная придана. Идем к столу и пробуем. Эх, друзья, вот они, вкуснейшие просто ребра. Горячие еще, конечно же. Я прям из серединки вам покажу, что мясо сочное, и оно все прожаренное, приготовленное. А для любителей, допустим, фруктов можно сделать вообще вот так вот. Усилить аромат и придать пикантный вкус. Вот так вот взять на ребрышко. Немного еще сока апельсина. Как же мне вкусно сейчас будет. Друзья, наивкуснейшие ребра. Друзья, для любителей ребер это самое то. Вкусненькие, ароматные, соленые, пряные, немного остренькие и с послевкусием апельсина. Друзья, вот такая вот штука. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не готовили, то обязательно напишите, я приготовлю. Ну а потом, как вам данные ребра. В общем, друзья, кушайте вкусно, отдыхайте с удовольствием. Всем до новых встреч, до новых видео, пока.